Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая. Вы на канале Вязание это модно. Сегодняшнее видео будет посвящено единственному проекту. Это кардиган или жакет, который я вяжу полупатентной резинкой по примерной картинке из интернета, которую мне дала дочь. Я сейчас ее поставлю для вас вот на эту половинку экрана. Если вам интересен такой проект, вы собираетесь вязать что-либо подобное, то, конечно, оставайтесь со мной. Сегодня мы поговорим о пряже и образце. Я расскажу и покажу вам, как сделала расчет на спинку и полочку. Покажу, как я вяжу полупатентную резинку без накидов. Покажу, как я вяжу цельновязанную планку на полочке. Вот такие моменты мы сегодня обсудим. И начнем с пряжи. Начнем с пряжи. Я вяжу из Alize Lana Gold Fine. Это 49% шерсти. Остальное здесь акрил, цвет бежевый, 152. Я купила 4 мотка, но сейчас уже подозреваю, что 400 грамм на такой проект мне не хватит. Пряжа довольно-таки известная и всем знакомая. В работе у меня участвуют спицы номер 3 и 3,5. Тройкой я вяжу резинки, а на спицах 3,5 я вяжу полупатентную резинку. Теперь, что касается образца. Образец я связала спицами номер 3,5 и постирала и высчитала свою плотность. Дальше, что я еще сделала? Покажу вам вот такие свои расчетики небольшие. Я взяла у дочери пуловер. Он не с таким вырезом, а вот просто пуловер. Тот, который ей нравится, как он на ней сидит. Вот по его размеру, так скажем, по его объему, по объему рукава, по объему самого тела она хотела бы получить вот подобное изделие. Я просто разложила его аккуратно на плоской поверхности и промерила все размеры, которые мне в дальнейшем понадобятся при вязании. То есть я взяла ширину изделия, взяла высоту, длину рукава, плечо, скос плеча, пройму, от проймы до низа, резиночку. Вот такие цифры мне понадобятся. Единственное, что я не смогла взять с того изделия, это вот это расстояние, вот эта точка, где она будет находиться, где мне нужно будет уже начинать вывязывать на полочках вот такие скосы. С этим мы еще не определились. Я пока вяжу полочку, и это мы будем выяснять на примерке. Поэтому вот здесь у меня стоит знак вопроса. А так я иду вот по этой выкройке. Дальше, как я посчитала. Вот у меня есть плотность в 10 сантиметрах 19 петель. Я посчитала, сколько нужно набрать для 55, прибавила 2 кромочные, получилось 106. В итоге 106 петель я и набрала на спицу. Вязала резинкой. Так, сейчас я пока вот это вот уберу и оставлю только спинку. Вязала я резинкой 1 на 1 14 рядов. Затем перешла на полупатентную резинку. Я вам обещала показать, как я ее вяжу без накидов. Мне так вязать проще. По изнанке. Изнанка у полупатентной резинки выглядит вот таким образом. Она немного похожа на английскую резинку. А это вот лицевая сторона, как говорит моя дочь, булочки. Вот булочки, это лицевая. По изнанке я вяжу в петлю низ ближайшего ряда, все лицевые. То есть вот так. Изнаночную сторону я провязываю в петлю низ ближайшего ряда. Ввожу спицу, вот сюда хотела сказать крючок, ввожу спицу изнаночную, провязываю изнаночной, а лицевую в петлю низ ближайшего ряда. Это вязание очень быстрое, это просто лицевая изнаночная. Здесь не нужно делать никаких накидов, работа идет достаточно быстро. А по лицевой стороне, где булочки, я провязываю просто лицевая изнаночная. Вот по этой по лицевой стороне, когда я поверну работу на другую сторону, я буду просто провязывать резинку 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. И все. Когда я провязала достаточную часть полотна,
примерно вот где-то здесь. Где-то здесь. То есть у меня было отвязано довольно-таки большое уже полотно по спинке. Я решила его постирать, потому что как в полупатентной резинке, так и в другой какой-то вязке очень нелегко в большом плечевом изделии просчитать, а сколько же рядов нужно вязать в высоту. Потому что вот такой маленький образец, он, как правило, дает очень четкую информацию о том, сколько же петель набирать, но дает мало информации о том, сколько вязать рядов в высоту, потому что изделие под своей тяжестью провисает в итоге. Поэтому, когда я отвязала уже довольно-таки большой кусок полотна, я его постирала и только потом приступила к замерам, а сколько же мне связать. Вот здесь вот у меня есть такая мерочка, что от начала резинки и до проймы у меня должно быть 28 сантиметров. Вот здесь начинаются мои убавки на пройму. Вот это первая убавка. Вот она. Вот здесь. И вот мои 28 сантиметров. Ну, если тут резинка как бы скукожена, если делать ровно вот так, то вот такая мерочка. Тут полотно, оно как бы вот так вот изгибается. 28 сантиметров. Дальше я сделала 3 убавки. По 3 петли вместе. Как делаются убавки на полупатентной резинке, у меня есть отдельное видео на канале. Здесь с этой стороны я делала убавку влево, с этой стороны я делала убавку вправо, оставляя по 2 петли. Сразу 2 убавки я сделала подряд в каждом втором ряду, то есть сделала убавку, потом провязала изнаночный ряд, потом сделала следующую убавку, а потом сделала только в 4-м ряду убавку. В итоге получается, что я убавила по 6 петель, 2, 2 и еще 2. Убавляла сразу 3, провязывая вместе. Здесь 3 вместе, здесь 3 вместе и здесь 3 вместе. То есть получается, что у меня убавилось 6 петель. Здесь все то же самое. С этой стороны у меня также убавилось 6 петель. Немножко по расходу пряжи. Спинка у меня связана вот на уровне. Получается, мне нужно вязать 28 и плюс еще 24 до скоса плеча. А у меня здесь ну, 11-12 сантиметров. Причем эти 11-12 сантиметров еще нужно пересчитать по уже отстиранному полотну. То есть вот я сейчас не буду прикладывать здесь сантиметровую ленту и четко полагаться на то, что вот это у меня 10-12 сантиметров. Я буду считать, сколько у меня здесь в рядах, и потом эти ряды просматривать вот на этом полотне, которое уже простирано, чтобы определиться, сколько же мне здесь связать рядов, чтобы в итоге получилось 24 сантиметра, то, что мне нужно до скоса плеча. Пряжи у меня осталось от первого моточка вот совсем ничего, то есть мне нужно начинать уже второй моток. Получается, что у меня на спинку уйдет моток с небольшим, а наперед у меня уйдет больше, чем моток с небольшим, потому что там вяжется полая резинка, она довольно-таки широкая, поэтому я понимаю, что уже практически около 3 мотков у меня уйдет только наперед и спинку. Ну, пусть 2,5, 2,6, 2,7, а мне еще вязать 2 пышных рукава. Поэтому я думаю, что 4 мотка мне не хватит. Сейчас поговорим про полочку. Счет на полочку самым простым способом. Это спинка пополам. Вот 104 петли я поделила пополам, у меня получилось 52. Я добавила 1 кромочную. Здесь у меня 2 кромочных на спинке, на полочке у меня 1 кромочная. И добавила 26 петель планки. У меня получилось 79. Что из себя будут представлять эти 26 петель планки? Так как планка двойная, то это 13 петель впереди и 13 петель за ними. Я поделила пополам, 26 на 2 получилось 13. Дальше я делаю планку с застежкой. Я вывязываю вот такую петельку под пуговицу, петля вертикальная. Получается, что где-то посередине этой планки мои полочки сходятся, и мне нужно отрегулировать количество петель, чтобы мой перед не отличался от спинки и не был шире спинки.
Поэтому я 13 делю еще пополам, потому что застежка примерно посередине этих 13 петель. И у меня получается 6,5. 6,5 петель планки связаны лицевой гладью. А у меня ну, как бы все изделие связано полупатентной резинкой. Я смотрю, сколько это прикладываю 6 петель лицевой глади к своему вязанию полупатентной резинкой и смотрю 6 петель лицевой глади. Сколько это полупатентной резинки? У меня получается, что это 3 с небольшим, ну почти 4 петли. И вот эти 4 петли я и вычитаю из вот этих 79. А у меня получается 75. Потому что если я наберу 79 на одну полочку, 79 на вторую полочку, у меня перед будет значительно шире, чем спинка. То есть я уменьшаю количество петель на 4. И набираю уже 75 петель. Теперь, что касается вязания полочки. Я набрала свои 75 петель на спице номер 3. Я вязала на спицах номер 3 резинку 1 на 1, а здесь сразу цельновязанную полую резинку и вывязывала вертикальную петлю. Как вывязывать вертикальную петлю для пуговицы, у меня есть отдельное видео на канале в плейлисте шпаргалки по вязанию. Я оставлю ссылку на этот ролик в описании, и, возможно, она сейчас у вас появится вот здесь на экране, вверху экрана, если я не забуду ее сюда поставить. Но в описании она точно есть, а также в плейлисте шпаргалки по вязанию. Дальше я перешла вот на этой стороне вязания, где полупатентная резинка, на спицу номер 3,5, а планку я продолжаю вязать на спицах номер 3. Для этого я взяла вот такие деревянные спицы. Дальше я хотела вам показать, как вяжу цельновязанную планку. У меня вот с этого края идет 3 петли, которые я вяжу по способу полого шнура. Это когда в изнаночном ряду я 3 крайние петли снимаю. Они вот здесь вот не провязаны. Видите, где у меня рабочая нить? 3 последние петли у меня сняты не провязанными. Я поворачиваю работу на лицевую сторону и начинаю вязать вот этими тонкими спицами номер 3 с первой лицевой петли и провязываю все 3. Так, тут у меня что-то вот так. Провязываю все 3. Дальше у меня идет полая резинка. Фокус. Дальше у меня идет полая резинка. Сейчас я воткну спицу, чтобы она не елозила по столу. Дальше у меня идет полая резинка. Я вяжу ее все вот на этих тонких спицах. И здесь просто изнаночная снимается, а лицевая провязывается. Дохожу я до последней петли. Вот я провязала последнюю петлю полой резинки. Дальше что я делаю? Первую петлю полупатентной резинки вот с этой спицы. Сначала я завожу нить вот сюда на лицо работы, затем первую петлю снимаю вот на эту спицу, на правую, перекидываю обратно на левую и поворачиваю работу на другую сторону. То есть вяжу цельновязанную планку укороченными рядами. Получается, что сейчас у меня уже провязан один ряд вот этой цельновязанной планки. Сейчас я вяжу второй ряд цельновязанной планки, а петлю полотна я обвела. Вяжу все так же, значит, изнаночную я снимаю, а лицевую провязываю. И опять вяжу до конца все петли этой полой резинки. Ну вот здесь вот есть такая штучка, что надо не потерять здесь петлю. Но когда я вяжу не на весу, а сейчас я вам показываю на весу, я держу вязание на коленях, тогда у меня такой ситуации не возникает, спица это никуда не выпадывает. То есть она как была в работе, так и есть в работе. Заморочки с этим никакой нет. Я довязываю до 3 последних петель, которые я просто снимаю. Нить перед работой, я их просто снимаю не провязанными. Получается, что я сейчас в полой резинке провязала 2 ряда. Сейчас я вяжу 3-й ряд полой резинки, все еще не приступая к полупатентной.
провязываю 3 первые петли и дальше провязываю полупатентную по рисунку. Одну снимаю нить перед работой, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю. Одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю. Я провязала последнюю петлю и дошла до своей обвитой петли. Сейчас у меня в работу уже вступает спица номер 3,5. Я беру ее в руку, а вот эту маленькую пока откладываю. Вот у меня обвитая петля. Навитие видно. Вот эта ниточка. И я ее закидываю туда назад за спицу. И провязываю первую петлю лицевой вместе с переброшенным навитием. Так как это у меня лицевая сторона работы, у меня здесь резинка 1 на 1. Я иду просто дальше до конца ряда, вяжу резинку 1 на 1. Мы с вами встретимся в конце ряда, начнем вязать изнаночный ряд. Запомнили, что вот в полой резинке я провязала уже 3 ряда, а здесь вяжу только первый ряд. Довязала до конца ряда, поворачиваю работу на другую сторону. У меня идет узор полупатентной резинки, которую я вяжу без накидов, и это значит, что лицевую петлю я вяжу на ряд ниже. Вот так. И получается, что полупатентной резинки я вяжу сейчас второй ряд. Полой резинки провязано уже 3 ряда. Полупатентной я вяжу второй ряд. Когда дойду до полой резинки, я подключусь снова к вам. Я провязала все петли полупатентной резинки. Последняя была изнаночная. Все, теперь эта спица опять мне больше не нужна. Я опять беру тонкую спицу, деревянную, и начинаю вязать свою полую резинку. Когда я подхожу к концу ряда, что в итоге у меня получается? В итоге у меня получается, что полупатентной резинки я связала 2 ряда, а полой резинки я заканчиваю сейчас 4-й ряд. Вот это соотношение 1 к 2, 4 ряда полой и 2 ряда полупатентной, и дают эффект того, что полотно как бы сравнивается. Последние 3 петли изнаночные я просто снимаю, я их не провязываю. Полотно сравнивается в высоту, и полупатентная резинка не дает сборки. Вот, смотрите. Вот так выглядит мое полотно. Возможно, это немножко заморочно, чтобы вязать вот планку спицей другого номера. Но так, мне кажется, намного лучше. Потому что если вязать сейчас вот эту двойную планку спицами 3,5, то применить вот этот способ, конечно, можно, но планка будет выглядеть расхлябанно. Я для себя нашла вот такой вот выход. Мне кажется, он не настолько трудоемок, чтобы им не воспользоваться. Еще через какое-то время, через какое-то расстояние я буду делать вторую петлю для пуговицы. Ну, а на этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Я очень надеюсь, что была вам чем-то полезна, может быть, интересно. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам. Всем пока-пока. С вами была Ольга Прилуцкая. До новых встреч. Пока.